Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, в котором мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. А с нами сегодня карты Девиан Мун, Безумная Луна Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И мои подписчики уже давно просят меня сделать расклад на композитора и продюсера российской эстрады Игоря Крутого. Интересна сама суть пианиста, кем он на самом деле является в мире шоу-бизнеса, какую функцию выполняет, и очень много вопросов было о взаимосвязи Игоря Крутого и Юрия Шатунова. Замешан ли как-то Игорь Крутой в деле о Юрии Шатунове? Что он знает на самом деле, как на самом деле он относился к Юрию и действительно ли оплатил похороны артиста? Первый вопрос, который, как обычно по традиции, когда мы с вами гадаем на личность, появляется первым в раскладе, это характеристика личности человека, характеристика личности Игоря Крутого. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности продюсера и композитора Игоря Крутого. Что это за человек на самом деле? Характеристика личности композитора, продюсера Игоря Крутого. Что это за человек? Кем он является на самом деле? Характеристика личности продюсера и композитора Игоря Крутого. Девятка мечей. Девятка мечей — человек, который все время живет в каких-то своих страхах, какие-то такие подпольные страхи у него, которые он не показывает на публику. Человек, который все время чего-то боится. Человек, который живет в каком-то состоянии стресса. И, возможно, это состояние стресса ему уже с детства или с юношества привычно. Оно уже стало неотъемлемой частью этого человека. Девятка – это стагнация, когда мы стоим на месте, когда мы не только не эволюционируем, но еще и деградируем. Возможно, на людях это так не покажется с первого взгляда, но глубоко внутри его деградация уже ощутима им самим. Понимаете, о чем речь, да? То есть он чувствует себя успешным на людях, но чувствует себя абсолютно несчастным глубоко в душе. Его терзают какие-то мысли, его терзают какие-то черти. Обратите внимание, что персонаж у нас одет во все красное. Красное – это цвет крови, это цвет страдания. Возможно, сам человек заставлял кого-то страдать или сам страдал по вине какого-то человека, и теперь этого человека или этих людей боится. А возможно, человек, наоборот, заставлял страдать кого-то, и теперь его мучают и грызут муки совести. И он просыпается в холодном поту и думает: боже мой, что же я сделал? А если все узнают, а если меня раскроют, да? Здесь и дохлая кошка рядом лежит, что говорит о том, что, возможно, связано что-то с каким-то колдовством, да, его деятельность. Возможно, есть какое-то колдовство, возможно, он на кого-то что-то делал, возможно, на него когда-то что-то делали, да? То есть кошка у нас появляется у персонажа не просто так. Мертвые кошки или вообще кошки, когда нам снятся, это к плохому, да? Это к тому, что рядом с нами есть какие-то враги, кто-то нас обманывает, или, возможно, мы обманываемся сами или обманываем кого-то другого. Вот об этом здесь речь. И человек почему-то в этом состоянии стресса, в этом состоянии страха, в этом состоянии неуверенности в себе, состоянии стыда живет всю свою жизнь и скрывает это от многих людей. Обратите внимание, что очень много золотого здесь, да, орнамента, очень много золотого цвета. Это значит, что у человека имеются деньги, и, возможно, заработал он их не совсем честным трудом. Почему? Потому что на нем именно красное одеяние. А красное одеяние, как я уже сказала, возможно, говорит о том, что он заставлял страдать кого-то. Возможно, мы сейчас его полностью характеристику раскроем в следующих вопросах. Я не утверждаю, я говорю то, как мне говорит персонаж об этом, да, с этой карты. Обратите внимание, что его здесь терзает чертенок. Чертенок наговаривает ему на ухо какие-то вещи. Чертенок – это скорее здесь отсылка к тому, что его подсознание говорит о том, что он совершил вот что-то нелепое, что-то плохое, да, муки совести его грызут, скажем так. Чертенок – это его совесть. Вот такой вот персонаж, вот такая вот характеристика личности Игоря Крутого. Следующий вопрос. Кем
Игорь Крутой является на самом деле в мире шоу-бизнеса, помимо того, что он является композитором, продюсером, пианистом, да, кем он по своей сути является в мире шоу-бизнеса, какая, скажем так, роль ему уготовлена в мире шоу-бизнеса. Кем на самом деле в мире шоу-бизнеса является Игорь Крутой, помимо своей творческой деятельности? Кем на самом деле в мире шоу-бизнеса является Игорь Крутой, помимо своей творческой деятельности? Кем на самом деле в мире шоу-бизнеса является продюсер и композитор Игорь Крутой, помимо своей творческой деятельности? Угу. Интересно. Я все выложу, друзья мои, и расскажу вам полную картину. Император, ну да, я так и думала. Я ждала эту карту. Так, здорово. Рассказываю, друзья мои. Ну, во-первых, император у нас под картой двойка пентаклей. Не вот здесь у нас император стоит, да, а положение карт тоже очень важно, друзья мои. А вот здесь внизу, то есть император под прикрытием, скажем так, да, это один из главных, если не самый главный антагонист в мире шоу-бизнеса, скажем так, да, то есть это главный проводник, это главный путеводитель, это главный король, даже не король, а император. Есть король эстрады, да, а есть император эстрады, который поднял под себя кого? Золотого бычка. Золотой бычок – это символ благополучия, благосостояния, то есть это все те артисты, двоечка пентаклей, да, артисты, цыганка танцует на публику, которых ведет император, скажем так. Император положил скипетр на золотого бычка и говорит о том, что я тут всего добился, я тут самый главный, но я не буду раскрывать все карты, я буду таким милейшим существом в мире шоу-бизнеса, что никто не узнает, что я самый главный. На самом деле Игорь Крутой является самым главным, как я уже сказала, антагонистом во всем этом мире шоу-бизнеса. Есть король, есть император, тот, кто главнее, тот, кто поднял под себя всех артистов. Артисты стоят во главе угла, и такое ощущение, что людям, всем, которые смотрят на экраны телевизора, кажется, что на самом деле артисты самые главные, те артисты, что выступают на сцене. Двоечка пентаклей говорит нам о мошенничестве, о том, что нас обманывают, да, о том, что император не тот на самом деле, кем кажется. И двойка пентаклей еще нам говорит о том, что главное для меня это артист, главное, чтобы публика воспринимала артиста, ну а потом уж я так скромненько, вот такой вот скромный император. Но на самом деле это я веду в этом танце, да, карта Солнца говорит о искреннем эгоизме по отношению к своим артистам, по отношению к своим певцам, которым пишет песни и музыку Игорь Крутой, да, то есть он относится эгоистически, он ведет их в этом танце. Я ведущий в этом танце. Кто-то в танце обязательно ведущий, кто-то в танце ведомый, да? То есть действительно Игорь Крутой является главным императором в мире шоу-бизнеса, который ведет кого? Ведет артистов к успешному будущему, скажем так, да, к успешной славе. Я веду в этом танце, но если кто меня ослушается, то держись. Рыцарь мечей говорит о том, что характер и зубки-то у меня все-таки имеются. И почему? Еще у меня был вопрос, заключал ли Игорь Крутой договор с темными силами, это будет следующий вопрос, да? Но вот здесь вот нам так тонко карты намекают о том, что по колесу фортуны когда-то давно Игорь Крутой заключил договор для того, чтобы перейти в десятку. Десятка – это переход к новой жизни. По колесу фортуны – это карта фаталити, это то, что изменить уже нельзя. И Игорь Крутой сейчас на вершине славы. Он звезда, которая сейчас горит большим пламенем, скажем так, да. И звезда всегда отдает что-то за свои заслуги. То есть звезду выдвинули на пьедестал, и звезда что-то отдает, льет воду в озеро для того, чтобы получить, скажем так, место на аллее славы. Объясняю, да, немножко я вас запутала сейчас. Игорь Крутой является главным императором в мире шоу-бизнеса, который руководит всем шоу-бизнесом. Это говорит нам двоечка пентаклей, но ничего подобного люди не видят, потому что люди видят артистов на эстраде, но Игорь Крутой является самым главным, который поднял под себя всю эстраду, поднял под себя золотого бычка. Он является эгоистом, ведущим артистов к славе, но если вдруг кто-то из артистов его ослушается, то
пиши пропало по рыцарю мечей. И когда-то давно император, то есть Игорь Крутой, что-то кому-то отдал для того, чтобы получить ресурс, для того, чтобы получить власть, для того, чтобы получить свою звезду на аллее славы, на пьедестале в шоу-бизнесе. Когда-то давно он это сделал. Это нам намекает на то, что он когда-то давно с кем-то заключил договор для того, чтобы иметь славу, для того, чтобы иметь успех, большие деньги и для того, чтобы быть, собственно говоря, этим самым императором. Поэтому, отвечая на вопрос, заключал ли Игорь Крутой договор с темными силами, отвечать на него мы даже не будем. Если он является императором, то он в любом случае заключал темный договор. А карты нам сейчас об этом как раз и говорят. То есть Игорь Крутой является главным императором в мире шоу-бизнеса. Вот такой вот немножечко такой запутанный, развернутый ответ я вам дала. Извиняюсь, если запутала вас, друзья мои. Заключал ли Игорь Крутой договор с темными силами? Ну, давайте прям по одной карте посмотрим хорошо. Заключал ли Игорь Крутой договор с темными силами? Заключал ли композитор и продюсер Игорь Крутой договор с темными силами? У меня карта выпала. Повешенный, ну, конечно же, да, повешенный – это виктивность, состояние жертвы. Хоть карта и отрицательная, но говорит повешенный о том, что деньги у человека имеются. Обратите внимание, то, что человек весь в красно-фиолетовом одеянии, а это цвет знати, цвет знатного рода. Он выжидает какое-то время, часы тикают, когда его срок истечет, скажем так, потому что у каждого договора есть свой срок. Повешенный – это виктивность, как я уже сказала, это жертва. Я жертва обстоятельств. Карта 12 повешенный говорит о том, что да, Игорь Крутой заключал договор с темными силами, и сейчас он у кого-то в тисках, он у кого-то в плену, и не может освободиться просто так по своей воле. Выжидает время, когда все это закончится, даже если ему это сейчас не нравится, даже если заключение договора привело его к каким-то жизненным личным неурядицам, скажем так, он все равно является императором и будет императором до тех пор, пока темные силы, с которыми он заключил договор, не предпримут каких-то действий в отношении другого императора, скажем так, не поставят другого императора на сцену во главу угла шоу-бизнеса. А я даже знаю, кто будет следующим императором после Игоря Крутого. Следующий вопрос. Вот про Юру Шатунову, да, теперь. Как на самом деле Игорь Крутой относился к Юрию Шатунову? Как на самом деле Игорь Крутой относился к Юрию Шатунову? Как на самом деле Игорь Крутой относился к Юрию Шатунову? Как на самом деле Игорь Крутой относился к Юрию Шатунову? Баш, ничего себе. Угу. Так. Он относился к нему, как ты с его семьей он сейчас контактирует очень тесно. Вот тут такое ощущение, что все пропало. Все пропало, я перешел в новое. Сейчас я объясню, друзья мои. Ну да, он как будто с его женой, что ли, более хорошие отношения имел, чем с самим Юрой. Очень странно. Тут такое ощущение, как будто он по поводу Юры договаривался через его жену. Вот его жена как будто здесь с любовью к Игорю Крутому, то есть он... А Юра к нему... Сейчас, друзья мои. Да, тут ощущение договора женщины с мужчиной. Интересно, самое что интересное, как относился Игорь Крутой к самому Юре? Да никак не относился он к нему. Карта башни. Все пропало. Я никак к тебе не отношусь. Я могу относиться к тебе только через твою жену. Через твою жену проторенную дорожку к тебе знаю, скажем так, потому что жена могла его там погладить, приголубить, да, сейчас опять все, кто любит Свету Шатунову, мне напишут, как ты можешь про Свету Шатунову так говорить, но я скажу и еще раз, и в очередной раз, друзья мои, те, кто пишет мне в личку и говорит про Свету Шатунову, не надо мне писать в личку и говорить мне, как мне делать и раскладывать карты, пожалуйста, хорошо, давайте я сама решу, а если вам что-то не нравится, переходите, пожалуйста, на другой канал, но здесь явно, и я не могу молчать, я не могу сказать, что карты сказали что-то другое, вот у меня опять эмоции, когда я говорю про Юру Шатунову, у меня опять эмоции, потому что мне человека чрезвычайно жаль, и здесь говорится о том, что я к себе никак не относился. Я мог относиться к тебе нормально только через твою жену, потому что жена тебя что держала? Вот, пожалуйста, жена на тебя наступила. Жена тебя, простите меня за выражение, продала. Вот она, королева Пентаклей, которая притворялась королевой кубков.
И снова мы переходим к Светлане Шатуновой. Да? Не хотела я про нее говорить, но так получилось. Я даже вопросов про нее не написала сегодня специально. Но здесь получается, что я хорошо к тебе относился через твою жену. Я через твою жену знала к тебе лазейки, потому что семья была для тебя самым главным. И я с твоей женой о чем-то договорился и перешел во что-то новое. Вот, перейти через боль, через страдания во что-то новое. Почему здесь боль, страдания у меня показывают, я немножко не понимаю, но я к тебе никак не отношусь. Я поняла, друзья мои, я к тебе никак не отношусь, мне приходится с тобой общаться, потому что, видимо, ему кто-то, скажем так, сказал сотрудничать с Юрой, да? То есть я не хочу, но мне приходится. Видимо, Юра его не воспринимал. То есть я про Игоря Крутого, да? Видимо, Юра знал, так как Юра был светлый человек, он знал, кто такой Игорь Крутой на самом деле. Он знал, поэтому Игорь Крутой говорит, я не хочу с тобой общаться, но я общаюсь с тобой, потому что денежка тут какая-то большая, да, и твоя жена тут ко мне с такой любовью относится, и твоя жена тут со мной заключала договор, посмотрите, обратите внимание, мужчины и женщины заключили договор. Через семью я к тебе захожу, я к тебе никак не отношусь, потому что ты меня не воспринимаешь, и ты знаешь, кто я такой на самом деле. Поэтому я не могу с тобой, понимаешь, общаться. Вот здесь вот такую историю рассказывают мне карты. Через твою жену захожу, которой нужны деньги, а к тебе никак не могу относиться, потому что ты ко мне никак. Это все, это башня, баста. Но ты со мной общаешься, потому что жена нормально меня воспринимает. И твоя семья для тебя все. Именно поэтому я нашел к тебе лазейку. Понимаете? Вот так вот. Друзья мои, я уже предчувствую, что все будут писать мне про Светлану Шатунову, ну ничего страшного, переживем как-нибудь. Знал ли Игорь Крутой, что Юру травили? Знал ли, что его медленно убивают? Знал ли Игорь Крутой, продюсер и композитор, что Юрия Шатунова травили? Знал ли Игорь Крутой, продюсер и композитор, что Юрия Шатунова травили и медленно убивали? Знал ли Игорь Крутой, что Юрия Шатунова медленно травили и убивали? Угу. Да. Да. Он знал, кто замешан. Он знал, какие деньги. У меня свечка начала вот так вот полыхать сильно. Он знал, какие деньги за этим стоят. Он все знал. И не только знал, но и принимал непосредственное участие. Десятка пентаклей говорит о том, что я не только знаю, я еще и играю на шахматной доске, а кто-то под шахматной доской притворяется столом, да? Кто-то стол, а кто-то шахматная доска, а кто-то король. Объясню, к чему это, да? И так как императором является Игорь Крутой в мире шоу-бизнеса, то он не просто знал, он принимал непосредственное участие. Десятка пентаклей, знал, какие деньги за этим стоят и кто стоит за этими деньгами, кто стоит за отравлением Юры Шатунова. Он все прекрасно знал, потому что это договор, который невозможно. То есть это дело, которое невозможно знать, если ты не заключил договор с темными силами в мире шоу-бизнеса. Он знал, что женщина за этим стоит, он знал, мужчина за этим стоит, двое мужчин, да, за этим стоят. Один хочет побольше денег, другая что-то как-то не воспринимает человека, да, ну, скорее всего, это жена, да, опять-таки пятерка кубков, не воспринимает человека как мужчину, воспринимает человека как мальчика. Это я говорю про Юру Шатунова, да. Знал, что жена не воспринимает Юру Шатунову как мужчину. Простите меня, пожалуйста, поклонники Юры Шатунова. Мне самой сейчас очень больно это говорить, но я не могу, простите, я не могу врать. Я говорю как есть, извините меня, пожалуйста. Четверка пентаклей говорит о том, что знал какого-то мужчину, который тоже во всем этом замешан, который за денежку, там все, женщина там какая-то за денежку, да, замешан. Тут деньги, тут много денег, что у меня аж голова сейчас загудела. Вот прям уши заложила у меня сейчас от этих денег. Знал, что все это крутится вокруг денег, и сам играл в эту игру, и сам помогал что-то делать по Луне. Луна – это заключение темного договора, Луна – это что-то мутное, Луна – это обманы, Луна – это привороты, Луна – это яд, отравление, Луна – это все самое плохое. Луна – это манипуляции какие-то, да, которые происходят над человеком. И знал, кто им манипулировал, знал, в какой последовательности все будет происходить. И десятка пентаклей говорит о том, что занимал одну из главных ролей в этом деле. Пожалуйста, да, но ничего, скорее всего, своими руками сам не делал, но принимал в этом непосредственное участие, расставлял шахматные фигурки, говорил, кому, куда идти. Вот здесь, скорее всего, об этом. Сам руки
в крови, скажем так, не заморал, но принимал в этом непосредственное участие, говорил, кому куда идти, кому куда встать. Ну, это так я условно говорю, да. И знал 3 человек, которые принимали в этом участие активное за деньги. И что все это очень мутная история, тоже знал, естественно. Мне всегда тяжело говорить про Юрия Шатунова, на самом деле. У меня сейчас, говорю, уши заложило, и я все, Хотя я понимаю, что мне нужно дальше продолжать расклад. Простите меня, друзья мои. Знает ли Игорь Крутой больше о смерти Юрия Шатунова, чем все остальные? Знает ли Игорь Крутой больше о смерти Юрия Шатунова, чем все остальные? Знает ли Игорь Крутой больше о смерти Юрия Шатунова, чем все остальные? Знает ли Игорь Крутой больше о смерти Юрия Шатунова? Ну, больше, чем все остальные. Знает ли он, да, те, кто принимал непосредственное участие, знает ли вот он больше всех? Нет, нет. Тут как 4 человека. Единственное, что он говорит, мы всех обманули. Вот тут 1, 2, 3, 4. 4 человека, а я тут как бы ни при чем. Вот он и кто-то еще 3. Вот он такой самый главный, сижу, гляжу, ничего не делаю. Пусть никто не знает, что я тут замешан. Вот я себя выкину с балкона. Вот тут об этом речь, да? Нет, он больше, чем все остальные, не знал. Ну, как бы все знали по чуть-чуть, да? Все знали то же самое, что знал он, потому что принимали в этом непосредственное участие. Вот тут 4. Мы всех обманули, мы всех перехитрили. 5 мечей, карта хитрости. И 4 говорит о том, что ну, я просто делал вид, что вот я тут ни при чем. Вот тут об этом речь. Планировали ли Юрий Шатунов и Игорь Крутой совместное сотрудничество после того, как Юрий Шатунов расторгнет договор с Аркадием Кудряшовым? Планировали ли Юрий Шатунов и Игорь Крутой совместное сотрудничество? Простите, у меня аж карты выпали, господи. 4. Тут. Сейчас я посмотрю, что у меня выпало. Планировал ли Юрий Шатунов и Игорь Крутой совместное сотрудничество после расторжения договора Юрия Шатунова с Кудряшовым? Когда у меня карты выпадают, я все же смотрю, простите, я не могу не посмотреть. Планировали ли? Тут не совсем планировал Юра. Тут планировали его загробастать. У меня как раз... нет, 7 карт выпало. Хотела сказать, у меня как раз 6 карт выпало, да? Нет, тут планировал не Юра сотрудничать, тут планировали с Юрой сотрудничать и Юру загробастать в свои руки, да? Туз пентаклей, карта жадности. Мы с ним далеко пойдем. Карта жадности, мы его возьмем в свои руки, и мы с него будем доить. Ведьмочка подошла к дереву, тычет в него волшебной палочкой, дерево страдает, не хочет сотрудничать с ведьмой, но все равно дает ей свои плоды в виде пентаклей. Мы на его деньги хорошо поживем, говорит какой-то король кубков. Король кубков, это, кстати говоря, не Игорь Крутой, я не вижу тут его энергетику. Это какой-то другой мужчина. Какой-то другой мужчина хотел больше денег, чем все вместе взятые. Но это не Игорь Крутой, здесь говорится о другом. Планировал ли Юра Шатунов работать с Игорем Крутым? Нет, он не планировал. Игорь Крутой планировал его забрать вот так вот к себе, вот просто вот всеми правдами и неправдами, и мы с ним далеко пойдем, его любит толпа людей, за ним идет толпа людей, а мы его будем использовать в своих целях. По 7 мечей это шпагоглотатель. Шпагоглотатель – это человек, который глотает шпаги, хотя ему очень больно. Понимаете, да? Он лежит в неправильном положении, шпага его сейчас проткнет. Это значит, что Юра должен был заключить неправильный договор не в пользу себе, не в угоду себе, а наоборот против себя по башне, да? То есть мы его как бы добьем, тут говорится об этом, да? Я даже не знаю, это вообще какой-то абсурд. Юра Шатунов не хотел. Юра Шатунов хотел, видимо, уйти, скажем так, на покой, возможно, сотрудничать с кем-то другим. Но точно вот не с вот этим миром шоу-бизнеса, скажем так, потому что Юрий Шатунов понимал, кто такой Игорь Крутой. Но Игорь Крутой хотел, потому что всем денежки нужны, да, мы за счет него погуляем, мы его возьмем в свои селки, мы с ним далеко пойдем, его любит народ, а значит нас будет любить народ, да, мы его заставим вопреки своей воле. Пусть он глотает эти мечи, и, возможно, даже если с ним случится башня, ему будет плохо, ну, извините, зато мы получим свою долю
денег, славы и всего прочего, всего остального. Нет. Возможно, это чьи-то фантазии, возможно, это неправда, то, что Юрий Шатунов хотел работать, хотел сотрудничать с Игорем Крутым. Возможно, изначально и хотел, но когда узнал суть Игоря Крутого, он сразу передумал. Потому что, как уже повторюсь, Юра был светлый человек, и по-другому быть просто не могло. Он просто узнал, кто они все такие. Так, следующий вопрос. Знал ли Игорь Крутой, где Юрий Шатунов находился последние сутки перед своей смертью? Знал ли Игорь Крутой, где Юрий Шатунов находился последние сутки перед своей смертью? Знал ли Игорь Крутой, где Юра находился последние сутки перед своей смертью? Знал ли Игорь Крутой, где Юра находился последние сутки перед своей смертью? Знал, что что-то поменяется. Знал, что что-то случится. Да, знал, что все поменяется, знал, что что-то случится, соответственно, знал, где он находится, да. Тройка пентаклей еще нам говорит о том, что знал, что все изменится, знал, что все неправильно, куда они сейчас идут, что они делают, знал, что это неправильно, но знал, что все изменится, что все перейдет в десятку, через чьи-то страдания произойдет что-то новое. Десятка – это переход в новое. Но по Луне это переход не в хорошее новое, через страдания, через боль, вы переходите с очищением во что-то новое, но нет. Он знал, что они все вместе делают что-то неправильно, он сам в этом непосредственно не участвовал, руку к этому не приложил, но он всех расставил по местам. Я про Игоря Крутого, да? И он знал, где находится Юра, он знал, что он где-то там в заточении, он знал, что ему сейчас никак не выбраться, он знал, что, возможно, он будет сопротивляться, он переживал, что он будет сопротивляться, да? Знал, что все поменяется, что его подстроят под себя, изменят под себя, знал, что это неправильно, но другого выхода нет, и переход в десятку, и по Луне это что-то очень плохое. То есть, иными словами, да, Игорь Крутой знал, где находится Юра Шатунов в последние свои часы, скажем так, да, в последний день. Он знал и знал, что будет происходить, что что-то изменится раз и навсегда, и по-другому уже не будет. Все канет в лету и станет совсем по-другому. Произойдет какая-то новая жизнь. Но по Луне это что-то очень неправильное, очень плохое. И очень переживал, что, возможно, Юра будет чему-то противиться, как-то сопротивляться по тузу мечей. Вот здесь вот об этом речь. Действительно ли Игорь Крутой оплатил место на кладбище для Юры? Или это чьи-то другие деньги? Действительно ли Игорь Крутой оплатил место на кладбище для Юры Шатунова? Действительно ли Игорь Крутой оплатил место на кладбище для Юры Шатунова, или это чьи-то другие деньги? Действительно ли Игорь Крутой оплатил место на кладбище для Юры Шатунова? Тут не совсем его деньги. Тут такое ощущение, что деньги взяли из его же кармана и сделали ход конем. И я такой хороший, я такой замечательный, посмотрите на меня. Карта мира, да? Я сейчас оплачу, а вы обо мне будете говорить, что вот, мол, какой молодец, Игорь Крутой оплатил. Но деньги-то его, деньги-то Юры. Деньги были Юры. Он оплатил для того, чтобы все говорили о нем как о чем-то светлом, о чем-то хорошем, о каком-то хорошем человеке, да? Да, рыцарь жезлов он оплатил как будто бы сам, как будто бы вот деньги были как общие, да, жена, муж, ну вот это из его кармана, из Юриного кармана. Смотрите на меня, какой я хороший, какой я замечательный, да, несмотря на то, что меня в тисках держит семья Уробороса, это темный договор. Посмотрите на меня, какой я замечательный, чтобы никто даже и не смел подумать, что Игорь Крутой в чем-то замешан. Да, действительно, он оплатил со своей подачи, взял не свои деньги, а взял чужие деньги, так интересно, взял деньги Юрина. Забрал у кого-то из семьи, ну вот там вот, где вот постоянно ругались, постоянно жена не воспринимала мужа, да, это как раз вот Юрина семья. Взял, чтобы на него все смотрели с освещением, с каким-то рыцарь жезлов, это взял на себя инициативу и чужие деньги. Интересно. Для чего Игорь Крутой организовал последний концерт в Крокусе в Москве в честь Юрия Шатунова? Какая цель? Для чего Игорь Крутой организовал
Последний концерт в Крокусе в Москве в честь Юры Шатунова. Какая цель? Для чего Игорь Крутой организовал последний концерт в Крокусе в Москве в честь Юры Шатунова? Какая цель? Для чего был организован этот концерт? Денежка, побольше денежек срубить, да, выкорчевать из сухой земли чеснок, уже человека нет, но он все равно пытается, да, побольше. Королева Пентаклей жадная женщина, почему-то женщину показывают здесь, да, жадная женщина, которая хочет побольше, да, побольше так, чтобы невозможно было унести. Тут все в деньги упирается, да. Выкорчевать из сухой земли чеснок, уже человека нет на сцене, но он пытается из уже несуществующего сделать что-то, что вот может принести плоды какие-то, королева Пентаклей, да, и ему плевать на всех, плевать на поклонников. Королева Пентаклей здесь наступила на человечка, а люди, которые пришли, это поклонники, естественно, Юры Шатунова в первую очередь, да, ему плевать на всех, лишь бы денежка в руках была побольше, так, чтобы унести было невозможно, понимаете, о чем здесь речь? Да, все это театральная показуха, тройка мечей говорит о театральности, да, ой, как мы все любили Юру, ой, как я лично любил, да, Юру, как мне жаль, что все так произошло, да, но это театральная показуха, это вся, скажем так, бесовщина, которая произошла в Крокусе, извините, по-другому я сказать просто не могу, да, все те артисты, которые выступали там, хорошо, не все, некоторые артисты, которые даже не знали Юру, да, там, допустим, Шаман, да, кстати, на него хочу тоже расклад сделать, но я немножко этого не понимаю. Здесь такая немножко театральная показуха, то, что сердце разбито у людей, да, то, что люди действительно переживают и скорбят о смерти Юрия Шатунова. Да, как можно больше людей, да, десятка кубков, как можно больше людей привести, чтобы они, сейчас объясню, друзья мои, да, выкорчевать из сухой земли чеснок, человека уже нет, мы страдаем по человеку, да, мы чтим его память, но на самом деле нет, это театральная показуха, побольше денег заработать на людях, чтобы побольше людей пришло, десятка кубков, чтобы приходили вообще целыми семьями, да, чтобы показать значимость, что семья очень любила Юру Шатунова, здесь еще десятка кубков говорит о семье Юрия Шатунова, жена очень любила Юру, посмотрите, она вместе с детьми, да, 2 детей тут символично, да, пришла на концерт, но на самом деле всем нужны только деньги, да, и плевать на поклонников, плевать на тех людей, которые на самом деле, которых на самом деле беспокоит судьба Юры, чтобы унести было невозможно, а потом на эти деньги гулять, тройка кубков, да, гулять, не перегулять, скажем так, да, для чего это все, но в основном деньги, в основном это все театральная показуха, да, для того, чтобы вот побольше заработать, да, здесь вот на побольше. Здесь еще говорится, вот тройка мечей мне еще говорит о том, что собрать побольше каких-то страданий, да, от людей. Люди собрались, которые любили действительно Юру Шатунова, и собрать побольше страданий, вот этого самого гаваха, да, подпитаться этой негативной энергетикой. Здесь уже темные силы вступают в силу, скажем так, простите меня за тавтологию, подпитаться гавахом, заработать побольше денег. Пожалуйста, потом на эти деньги гулять, и потом пить этот гавах, наслаждаться этим гавахом и гулять на эти деньги, да. Теперь вопросы немножко про Игоря Крутого самого. Чего Игорь Крутой боится больше всего, если какой-то большой страх у Игоря Крутого? Чего Игорь Крутой боится больше всего, если какой-то самый большой страх в жизни у Игоря Крутого? Все мы боимся пауков, высоты, да, кто что боится. Но есть ли самый большой страх у Игоря Крутого? Чего Игорь Крутой на самом деле боится больше всего на свете? Угу. Потерять вот эту сноровку, да, потерять сноровку в плане взращивания своих деток, взращивания своих певцов, артистов, потерять это. Он боится потерять. А имеет он это только благодаря темному договору. Понимаете, он бы по рыцарю кубков всего этого не имел, если бы не заключил темный договор с темными силами. Он боится это все потерять в один прекрасный день, в один прекрасный миг это все рассыпется, это все равно все уйдет в один прекрасный день. И он боится вот этот талант свой потерять, этот талант, который он рождает, скажем так, он рождает певцов новых артистов каких-то, и он боится растерять этот талант, потому что сам я, по рыцарю кубков, он говорит, ничто без этого договора, сам я не имею ног, да, сам я не сочиняю что-то, это сочиняет что-то во мне после заключения темного договора.
Вот он боится растерять этот свой талант, растерять это талант взращивания новых артистов на сцене. Он боится это потерять, он этим живет, на самом деле он этим питается. Следующий вопрос. Если у Игоря Крутого действительно страшная тайна, которую никто не знает, либо знают только единицы. Если у Игоря Крутого страшная тайна, которую никто не знает, либо знают единицы. Если у Игоря Крутого страшная тайна, которую никто не знает, либо знают только единицы. Угу. Ну, то, что неправда, да, то, что неправда, то, что он на самом деле талантливый, как я уже сейчас сказала, да, чего он боится больше всего растерять. А что он боится больше всего растерять? Он не талантлив на самом деле, я не такой талантливый, нет, это неправда. Я перешел в десятку, я перешел в талантливость, я перешел в новую талантливую жизнь и стал талантливым человеком только после того, как что-то отдал, после того, как потерпел какое-то поражение, а поражение – это подписание договора с дьяволом, подписание договора с темными силами. Только после того, как я подписал этот договор, я по карте семерка кубков стал талантливым. Талантливый художник рисует картину. Но это все игра, это все неправда, это все мошенничество. Карта обмана, двойка пентаклей говорит о том, что я не такой талантливый. Талантливые артисты на сцене, да, которые тоже, кстати, заключают темные договора, но не я. И вот это его самая страшная тайна, которую знает не только он, которую знает, возможно, кто-то приближенный, да, к нему. Но вот об этом здесь говорится. Он и боится больше всего растерять свой талант. И его страшная тайна – это то, что не он талантлив сам, не он сам пишет, а с его подачи пишет кто-то в нем внутри по условиям темного договора. Следующий вопрос. Здоровье Игоря Крутого на сегодняшний день и в будущем. Здоровье Игоря Крутого на сегодняшний день и в будущем. Еще пару-тройку вопросов посмотрим, и все, друзья мои. Здоровье Игоря Крутого, продюсера и композитора, на сегодняшний день и в будущем. На сегодняшний день и в будущем. Императрица, прямо так скажем, да? Он имеет какой-то женский немножко характер. Вот не раз уже выходила императрица, выходит королева пентаклей, да, он имеет вот что-то внутри себя, несмотря на то, что он император на сцене, он самый главный, да, он такая немножко императрица. Императрица говорит о том, что он очень заботится о своем здоровье, особенно его волнует сексуальная сфера, чакра Сватхистана, очень его волнует, и сейчас со здоровьем все прекрасно. Он говорит о том, что замечательно, мой цветочек растет, ну, то есть сексуальная чакра вот у него в порядке. Его почему-то очень сильно заботит сексуальная чакра. Троечка еще говорит, что уже слишком поздно, ну, то есть он достаточно уже человек в возрасте, скажем так, да, мужчина в возрасте, и очень поздно, поэтому я переживаю. Он вот переживает почему-то за свою вот чакру Сватхистана, за свою интимную чакру. Но со здоровьем у него все прекрасно. Он бережет свой цветок, никому не отдам. Я тут самый прекрасный, я тут самый замечательный. Он очень переживает за свою внешние данные, за красоту. То есть вот он очень любит какие-то кремы, да, какие-то, возможно, маски. Вот мужчины некоторые используют маски, кремы, вот он все это любит. Крем под глаза, да, как обычно женщины используют. Вот здесь вот какое-то такое что-то женское есть в нем. Возможно, он лев по знаку зодиака, да, вот львы, овны, весы, они вот любят очень за собой ухаживать. Карта императрицы еще может говорить о том, что он дева, но здесь скорее вот тот, кто любит следить за своей кожей, переживает, что люди подумают, что он там импотент, да, извините, вот здесь об этом речь. И здесь скорее лев овен, вот так вот я вижу. Императрица говорит о хорошем здоровье сейчас, но о плохом здоровье в ближайшем будущем. Года так через 2. Верховная жрица — это 2 года обычно, да, 2 года, 24 месяца, да, где-то вот так вот, 22-24 месяца. И Верховная жрица говорит о том, что вот что-то со здоровьем будет, и будет все плохо, будет все совсем не так, как сейчас, да, возможно, срок его подойдет, срок, я имею в виду не срок жизни и смерти, а срок того, что он заключил темный договор, возможно, придется его перезаключать, да. Верховная жрица говорит о каких-то страданиях в плане здоровья. Здесь вот об этом речь. И Верховная жрица еще говорит о том, что будут какие-то проблемы с желудком или сердцем. Крест в области сердца, в области желудка. Вот здесь что-то желудок, сердце, вот об этом речь. Следующий вопрос. Личное отношение Игоря Крутого к СВО. Это меня муж попросил сделать, да, давайте посмотрим. Он все-таки в России живет, да, и хочется посмотреть,
все ли равно ему, да, не все ли равно ему на специальную военную операцию. Личное отношение Игоря Крутого к СВО. Личное отношение Игоря Крутого к специальной военной операции, к войне, давайте будем говорить прямо, да, к войне на Украине. Личное отношение Игоря Крутого к войне на Украине. Все по воле Божьей. Все так, как должно быть. Нищие на своем месте, богатые на своем месте, да, богатые успешные идут дальше и продвигают, протаптывают себе дорогу вперед, а те, кто внизу, так и должен оставаться внизу. Он считает так, ему не жалко людей абсолютно. Да, все по воле Божьей. Колесо фортуны, карта фаталити, карта фатума, карта, когда, ну что ж поделать. Так должно быть, значит, так вот написано. Где-то наверху написано, и тот, кто выше, тот занимает лидирующие позиции, да, здесь чертенок занимает лидирующие позиции. Тот, кто ниже, тот, кто выше, это какие-то нелюди, да, те, кто управляет нашим миром. Тот, кто ниже чуть-чуть, это правительство, да, правительство нас обманывает, мы в это во все верим, человечек это мы, да, это мы, это народ, гадалка это правительство, тот, кто выше, это тот, кого мы не видим. Но тот, кого мы не видим наверху, вот 20-й старший аркан, 10-й старший аркан выпали, да, тот, кого мы не видим, тот распоряжается нашей судьбой. Ну что поделать, на то воля Божья. Ему не жалко людей, он относится к специальной военной операции хорошо, положительно, не положительно, не негативно. Значит, так и должно быть, думает Игорь Крутой. И последний вопрос – это будущее Игоря Крутого. Будущее ближайшее, давайте, ближайшие полгода, скажем так, Игоря Крутого, да, ближайшие полгода жизни Игоря Крутого, будущее на ближайшие полгода продюсера и композитора Игоря Крутого. Будущее на ближайшие полгода продюсера и композитора Игоря Крутого. Что-то изменится у него, да? Все как-то рухнет. А рухнет в чем? В плане карьеры, да? Да, тут здоровье. Вот как раз здоровье пошатнется здесь впервые, пошатнется его психоэмоциональное здоровье. Что-то с психоэмоциональным здоровьем будет. Ему какая-то обраточка прилетит, друзья мои. Что-то изменится, и изменится кардинально по башне. Возможно, что-то произойдет даже. Возможно, даже какая-то авария произойдет. Или вы услышите в СМИ то, что что-то случилось с композитором, продюсером Игорем Крутым. Да? Здесь какая-то обратка по рыцарю мечей, какая-то ответка прилетит. Верховная жрица – это вот что-то, вот говорю, соединение сердца, желудка, вот в этом районе, в районе грудной клетки, да, возможно, даже легкие, кстати. Что-то прилетит ему обратно, и психоэмоциональное состояние его будет крайне неустойчиво. Это в ближайшие полгода. Вот сейчас у нас с вами ноябрь месяц, да, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Вот где-то весной вы услышите что-то о здоровье Игоря Крутого. О здоровье, возможно, даже о карьере его, да, потому что если пошатнулось здоровье, то, естественно, и карьера тоже идет не в гору далеко. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы про Юрия Шатунова, про Игоря Крутого. Расскажите мне, как вам расклад, говорите тоже про Светлану Шатунову, конечно, да, я всегда все комментарии читаю, какие-то отвечаю, какие-то не отвечаю, которые мне крайне неприятны, уж извините. С вами была колода Безумной Луны, с вами была Энергия Таро. Друзья мои, я вас очень люблю, до новых встреч.